Друзья, это наш Big Fish. Мы его дождались, да. А ты шо? Привет, рыбаки! Вы на канале Катя Рыбалка. Сегодня последний день лета. Я хотела себе устроить такой праздник, порыбачить на поплавок. Давно уже у меня не было рыбалки на поплавок. Но вы знаете, этой ночью была такая страшная гроза. Просто я такой, наверное, в жизни ничего не слышала. Просто гром, молнии и все. Но вот эти голубые облака меня радуют. Я думаю, что сегодня распогодится. И смущает только один момент: для поплавочной рыбалки враг ветер. Но при всем при этом сегодня этот день, который я хочу поймать рыбу, и буду для этого делать все. С собой 5-метровая легкая поплавочная удочка, сумка со снастями. Сейчас я сделаю снасть и сразу приступаю к рыбалке. Погнали! Кстати, когда показывала в прошлом видео, как вяжу снасть, там подписчики написали: только женщина может связать снасть, а потом примерять ее к удочке. Я теперь воспользуюсь вашим советом. Сначала привяжу леску к кончику удочки и потом отмерю себе длину снасти. Видите, как здорово, что у меня есть такие подписчики, которые мне подсказывают. А вообще в рыбалке век живи, век учись. Кто говорит, что знает все, тот самый большой дурак. Мы постоянно учимся чему-то новому. Сегодня еще кое-что хочу попробовать новенькое для себя. Опять же, благодаря вашим комментариям. Были люди, которые сказали, что прикормка на самом деле нафиг не нужна. Если в водоеме есть рыба, она будет клевать без прикормки. Я взяла с собой кашу, но я ней не буду пользоваться. Я начну рыбалку вообще без прикормки и хочу проверить эту теорию. Взяла с собой несколько поплавков. Ну, как вы видите, как всегда, самых огромных. Но я так люблю, я не знаю, ловить на большие мачовые поплавки. Не могу себя от этой радости избавить. Вот сегодня будет такой ната, 2 плюс 3 грамма. Собираюсь ловить карася. Не считаю эту снасть грубой. Леску взяла плотную, 0,24. На случай, если сядет карпуша, чтобы я его достала. Я поставлю достаточно большой крючок для поплавочной ловли. Это очень хороший крючок, Carpro White Gape. Именно вот этот желтый, вот самый топ. Если я увижу, что этот крючок велик для рыбы, то переставлю, у меня есть более маленькие крючки. Я сегодня настроена на трофейную поплавочную рыбалку. Такая зеленая, что бабочка перепутала меня с кустом. Давай, улетай. Ребята, посмотрите, какая была гроза, повалила деревья. Я в шоке. Отмеряю глубину. Нахожусь я на одном из своих любимых водоемов для поплавочной рыбалки. Это Поповое озеро. Здесь водится карась, карп, сом, линь. В общем, достаточно мирной рыбы, которую очень интересно ловить на поплавок. Однажды тут у меня сел карп, килограмм, наверное, 7-10 на удочку маховую. Кто помнит этот момент? Кстати, эта самая удочка была, когда она лопнула в 3 или 4 местах. Ну, компания «Флагман» мне ее починила, как видите, вот продолжаем рыбачить. Будем пробовать ловить на вот такую клубничную кукурузку. У меня еще есть обычная кукурузка, но пока начнем без закорма. И посмотрим, будут ли у нас поклевки. Эй, Котофей, что ты хочешь? Эй, ты мазун. Не, ты постояли, какой он мазун. Что, тебе клубничкой пахнет? Ты ж клубнику не любят. У нас тут, ребята, такая как небольшая заводь, что спасает немножко от ветра. При забросе не спасает, но там, где стоит поплавок,
более-менее такий затишок. Все, будем ждать поклевку. Ребят, когда мы ловим без прикормки, у нас нет привязки к тому или иному месту. Поэтому я не вижу смысла, чтобы стоял поплавок долго. Лучше перезабрасывать и искать активную рыбу. Грубо говоря, попытаться попасть ей под нос. Попробуем смену наживки. Попробуем на червячка. Памс. Показывала, как для червячка. Начинаем с толстой стороны. Вот такой вот гармошечкой. И оставляем висячие кончики. Очень нравится карасю вот такая вот подача. Он подходит, начинает за краюшки червяка всасывать его. И он уже у вас на крючке. Опарыш. Так. Поисковым методом и методом перебора наживок поклевки не получила. Я сейчас продолжу рыбачить, но все-таки закормлю одну точку. Скажем так, проверю теорию. Так как рыба в этом озере есть однозначно, и ее здесь очень много, вот и посмотрим. Если я закормлю точку, начнется ли клев. Пускай кашка чуть настоится, напитает влаги, и будем закармливать. Чуть переувлажнила кашку, но лето все равно дает о себе знать. Она хорошо напиталась. Запах очень прикольный. Было бы классно, чтобы на ютубе можно было еще запах передавать. Знаете, как в каталоге Avon. Потер пальчиком и нюхаешь какие духи, заказываешь себе. Ну что, буду закармливать где-то, наверное, здесь и здесь. Оп. Потому что пока что поклевок не было, прям от слова совсем. И вот туда хочу под деревцо. Под деревцо, вот туда. Видно, как кашка тонет и создает облако мути. Надеюсь, это нам привлечет рыбку. Ярик, я под конец сезона стала меткой. Ты видишь, какая в одну точку кидаю? Сама в шоке. Все, теперь будем ждать. Не клюет у нас, ребята, блин. Это же надо так вообще лохануться на рыбалке, уже прикормки, то все. Вы посмотрите на этот ужас. Подсак-то сухой. Ярик, ты как собрался ловить рыбу, а? Расскажи мне, что ты стоишь, молчишь? Что я до сих пор не замочила подсаку. Сейчас пойдет движ, 100%. Ребята, дождались первую поклевку.
с того места, где кормили, но пока такая невнятная. Чуть-чуть смыкнул и бросил. Возможно, были другие слабые поклевки, просто из-за ветра их вовсе не видно. Порывы ветра порой такие сильные, что вообще ничего не понятно. Самый главный враг поплавочной рыбалки – это ветер. Пытается обломать нам весь кайф, но мы все равно хотим поймать рыбу. Я думаю, что мы ее поймаем сегодня обязательно. Блин, все, была рыба. Блин, подсекла это. Ребят, была поклевка в том же месте. Смотри, бобер плывет. Смотри, какой здоровый бобер. Ты видел когда такого здорового бобра? Посмотри, какой у него огромный хвост. Я их вообще никогда не видел, только это не бобер, похоже. Это бобер, смотри, какой у него хвост. Это не андаторы, это бобры. У них такие жесткие хвосты, плоские. И он очень крупный. Слушай, я надеюсь, он на нас не кинется. Может? Я не знаю. Он вообще нас не боится. Посмотри, он приплыл тупо к нам. Так, ребята, сейчас мы вернемся к рыбалке. У нас тут с Яриком возник спор. Это бобер был или нет? Напишите в комментариях, пожалуйста, разделите. Ярик говорит, что это какая-то крыса. Ну, крыса такого размера. Вот такая метровая крыса. Что ты скажешь, да? Я не помню, как называется, да. Короче. Я сейчас загуглю. Короче, ребята, вторая поклевка с того места. И я уже почувствовала даже рыбку. Однозначно сейчас переодеваю более маленький крючок. И продолжаем. Есть рыбка, Ярик? Рыбка. Ху-ху-ху! Ребята, слушайте, мне же все равно, что он такой микро-мини. Я только что Ярику говорила. Была поклевка. Даже на этом ветру я заметила, как смыкнула поплавок. И выложила. Я подсекаю, ничего нет. Я говорю, Ярик, наверное, это маленький карасик. Это не карась, это карп, Ярик. Это маленький карп. Ты шо, какой серьезный пацан. Ну, это, наверное, самый маленький карп в жизни, которого я видела. Даже сначала признала в нем карася. Наверное, это уже местный выводок. Здесь рожденный. У него даже еще усы не выросли. Но когда-то они у него будут, и он будет очень большим, серьезным карпом. Так, все, братан, давай. Так. Ну, видите, уменьшение крючка помогло, но прям не настолько, потому что эта рыбка, для нее даже такой крючок великоват, но меньшего крючка у меня все равно нет, поэтому будем ловить. И опять же, оттуда там, где кидала корм. Снова была поклевка карпа-монстра. Было таких поклевок уже штук 5. Я думаю, что это за рыба? Смык-смык, даже при волне видно, и выкладывает поплавок. Я подсекаю, ничего нету. А это карпы-монстры. Они просто настолько маленькие, что не могут даже эту наживку взять. Я думаю, что им, не знаю, такого размера, это пару месяцев от роду. Они тут еще прыгают периодически, их видно. Выводок озерный, явно рождены здесь. Ну, тоже прикольно, лучше, чем ничего, скажу вам так. Я думаю, что свой трофей сегодня дождусь. И будет еще бойкая рыба, с которой придется побороться. Ярик, есть. Да ё-моё. Есть. Так, Ч-ч-ч-ч. Такой же. Такой же. Ребенок карпа-монстра. Смотрите. Это тоже карпик, это не карась. У этого даже малюсенькие усики вон есть. В воде видно, что у него есть усики. Конечно же, мы этих монстриков отпускаем, потому что когда-то из них вырастут реально огромные здоровые карпы. Слушай, вместо того, чтобы укрупняться, я как-то уменьшаюсь. Это самый маленький среди всех. Капец. Давай, зови там уже своих хотя бы родителей. Я уже не молчу, бабушек, дедушек. Тем не менее, рыбка активно стала.
себе и кушает. Муа. Была взрослая поклевка уже. Короче, на опарыша этот мелкий карпик клюет еще больше активно, чем на червя. Я вот сейчас смотрю на этого монстра озерного и думаю, как я вообще собиралась его на крэнк 8 номера ловить. Мне вот просто интересно, что вообще я себе думала. Я, конечно, ни на что не намекаю, но у нас была прикормка серии Big Fish. То есть вы понимаете, да, Big Fish. Кстати, тоже такая штука Big Fish. Ну, чисто попробуем. Ой, как она пахнет, прикольно. Ну, такая сладющая, Ярик, понюхай, обалденно пахнет. Я даже не знаю, чем это. Скажи, что за запах? Кармель? Поглядим, Big Fish какой сейчас будет. Неужто мы дождались свой трофей? Но вопросов нет, это на сегодняшний день, друзья, это наш Big Fish. Слушайте, знаете, самое главное, как бы, иметь желание. И это желание загадывать правильно. Я сегодня что сказала? Что хочу поймать карпа. Хочу поймать карпа и поймала карпа. Ну, я только не уточнила, что я хочу поймать большого карпа. А так я уже много карпов поймала, уже штук 5-6, может больше, я не знаю даже, мы их не считали. И укрупнились, как говорится, уже сделали наживку такую крупную. Смотрите. Так что, ребята, мечтайте правильно, тогда все будет хорошо. Что на наш корм пришла стая карпов, но вот таких-то таких маленьких. Я не знаю, может быть такое, что из-за такой резкой смены погоды давление сегодня я смотрела 748, такое тоже не самое, скажем так, лучшее. Может быть, большая рыба, ей плохо, я не знаю, а мелкая, активная. Может такое быть или нет, я не знаю, честно. По идее, вся должна рыба быть активная, если маленькая клюет, где-то и большая плавает. Пришел кошак, мурчит, и у нас поклевочка. Во всяком случае, только что был единичный смык. Я очень сильно надеюсь на продолжение, и что рыбка там будет поболее. Опять смыкнул, притопил чуть-чуть. Наверное, опять какая-то мелочь. Что надоели те маленькие карпики. Да, он смыкает, смотри, Ярик. Слушайте, ветер подзатих чуть-чуть. Поклевка была без продолжения. Но я думаю, что большая рыба сегодня проклюнет. Я не знаю, я в это так верю. До вечера еще время есть, до темноты. Я думаю, мы свою рыбку поймаем.
Я думаю, какая темнота она. Да какой темноты? Я домой хотела уехать в обед. Максимум. Рыбаки, горе-рыбаки. Вот мы его дождались, да. Та ты шо? Я говорю, что пукасик. Сейчас буду всем друзьям звонить, рассказывать. Я сегодня поймала 7 карпов. 7 карпов. Все подумают, ого, я скажу, на поплавочку, вы себе не представляете. Все подумают, вот это была рыбалка. Ну что, не карп? Я же никого не обману, сказав, что я поймала 7 карпов. А, ты хотела его? Не, я не могу. Если будет карасик маленький, я тебе отдам. А карпа надо выпускать. Или какого-то еще пукасика маленького поймаю. Плотвичку я тебе дам. Вот чего он, вот мазун, что хочет. Рыбку хотел. Короче, к нам тут решила Лиза присоединиться. Ну, Вообще если мы ты сама не справляешься. уху собирались варить, но пока что не с чего. Короче, вообще мы тут еще с нашей мамой. Мама день рождения. И мы тут все отдыхаем на Вовковом озере. Вот. Но пока что не, Мы с отдых тобой прекрасный. отдыхаем, а мама готовит Мама кушать. готовит нам, кстати, шашлыки сейчас, да. Лиза сейчас сидит рядом, тоже закормит себе место. Надежда вся на тебя. Я так и думала, что так и будет. Подписчики спрашивали, где Лиза. Лиза живет в Одессе, я живу в Киеве. Вот Лиза с мамой приехали в гости в Киевскую область, сюда на Вовково озеро, отмечать мамину днюху. Дай бог, сейчас будет все хорошо, и без Юшки мы не останемся. Давай. Ну, я думаю, ты мне поможешь это все сделать, да? Я могу тебе помочь половить вот таких вот пукасиков. Вот таких. Нет, спасибо, с этого ничего не сделаешь. Сейчас, ты видишь, у меня ногти длинные, мне не достается. Я вижу, что у тебя длинные ногти, у меня короче. Кстати, не договариваясь, в зеленый цвет покрасили. А говорили, что мне мешают ногти, все понимаешь? Человек подготовленный, с готовыми снастями сразу на рыбалку приезжает. У нас снова поклевка, ребята. Посмыкивание, похоже на очередного пукасика. Радует реально, хоть зато у нас штиль наконец-то. Я себе представляю, сколько сегодня было поклевок этих пукасиков, которые мы просто даже не видели из-за того, что был ветер и волна. Я дождалась поклевки очень большой рыбы. Я прям... Ну, это была очень большая рыба. Вряд ли сом. Самы здесь 1,5-2 килограмма. Сразу оборвалась снасть. Вон поплавок. Оборвался крючок. Причем так, грузиков тоже нету, так что, видите, кусок такой нормальный снасти. Лопнула не на крючке, лопнула над грузиками. Жалко, поплавок хороший. Ну ничего, у меня еще есть. Больше обидно, что дождалась наконец-то большую рыбу и вот. Видите, ребята, как хорошо отдыхать с мамой, у которой день рождения. Она нам готовит такие обеды. На мангале плов. Сейчас жаркое. Мама, я уже такое говорю, потому что у меня там рыба сошла килограмм 10, ты понимаешь? Ого. Я уже не могу успокоиться, мне надо пойти ее поймать. Берите, кушайте, идите ловить. Все, Все, будьте любезны. спасибочки. Ярик. Оп. Приветствуется. Топчик. Так вот, красивенько. Злится собачка?
Мы, короче, поменяли место, вот увидели, что здесь плещется большая рыба, и решили, ну, уже конец дня, буквально часик остался на рыбалку, пойдем посмотрим, что ж там большая рыба плещется, может, поймается, и нас тут что ждет? Пукасик, пукасик опять. Блин. Да что ж такое? Ох, синхронно. Ребята, видите, независимо от места, маленькие карпы меня преследуют. Не хочется осознавать, что свою самую большую рыбу сегодня, рыба была реально большая, потому что леску 0,24 просто она порвала как волос, я ничего не могла сделать. Самую свою большую рыбу я успешно потеряла. Но на самом деле это не страшно, мы тут будем 4 дня. Вот. Наша мама даже до рыбалки еще не дошла, она занимается там своим куховарением, но для нее это, поверьте, важнее. Не то, что мы заставили ее готовить, а сами ловим рыбу. Нет, 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 это ее собственная инициатива. Она завтра, послезавтра где-то там выйдет на рыбалку, поплавает тут за удочками, как в прошлый раз. Она так ловит рыбу, оставила удочку, потом плавала за ней. Все нормально. Вот. Она меня 2 часа, кстати, к тебе выгоняла. Ну Мы вот. же раньше пошли. Иди отсюда. Ну, к сожалению, завтра, послезавтра с нами не будет Ярика, который такой классный фильм для вас снимает. Вот, поэтому, если мы поймаем что-то крупнее, вы сможете узнать только в моем инстаграме, нужно подписаться туда. Ну, мы пока продолжаем ловить, мы с вами не прощаемся. О, ух ты. О, нет, это пукась в размере. Слушай, почему ни одного карася? Почему все карпы? Я не понимаю. Это опять карп. Что это за выводок такой огромный? Я в шоке. Ребята, вас тут сколько вообще? Еще... Мне кажется, что это карась. Нет, это карп, Ярик. Это карп однозначно. Дай посмотреть. Это карп. Лиза, подтверждай, что это карп. Подписчики, подтверждайте, что это... Ярик говорит, что это карась. Тебя не смущает, что у него красноватый хвост, во-первых? Нет, Во-вторых, это карп. а усы тебя не смущают, Я даже же маленькие? говорю, вот, усики, кстати, вот можно понять. Чикс, это маленький, конечно, но есть. Это Да я их в карпик. лицо всех знаю. Карасей, Да, что, я хотя бы карасей... сниму рыбу. По с именам крючка. всех знаю. Нет, такое количество я их по именам не знаю. Да ладно. Блин, странно. Обычно на Поповом озере, особенно под вечер, всегда клюет сом. Если вы помните, ловила здесь линя, пыталась 2 раза, и 2 раза клевали самы, из которого из одного я сварила потрясающий борщ. Но сегодня одни пукасики. Так. Оп. Ну, точнее, это карпики, просто всю маленькую рыбу наш папа называл всегда пукасиками, и вот так вот мы привыкли. По-моему, вообще реально такая рыба существует, пукасик. Я гуглила. Нет. Нету, нету пукася в природе. Уважаемые подписчики, я тут Червя в только... студию. Червя в студию. Я только что поняла, что моя родная сестра не смотрит мои ролики. Я каждый раз обучаю, как одевать червяка. Лиза, объяснись, пожалуйста. Давай червя, я тебя научу. Собирайся оправдываться. Не, ну примерно одинаково. Просто видела, что у тебя совсем висюльки У висят? меня совсем висюльки висят, правильно? Папа говорил, что так нельзя надевать. Значит, берем, Лиза, червя. Слушай, что-то у нас червяки как-то сегодня устали. Угу. Устали червячки. Берем за более толстую часть. Живой вообще? Да. Еле-еле. Вот, продеваем вот так. Затем тоже делаем ту же гармошку, но этот короткий, видишь? И оставляем так нормально, чтобы висел. У тебя, правда, крючок огромный для этих пукасей местных. Вот. И когда вот эти вот кончики его висят, карась или карп подходит, начинает всасывать Ага, и заглатывает все. понятненько. Ну это прям, Лиза, это если ты поймаешь на это, то это будет или большой карп, или будет огромный пукась, потому что я ловлю на крючок в 2 раза меньше и на маленького червячка. Это с подсадкой опарика еще сделала. Слушайте, что удивительно, кстати, вообще пофиг сегодня, что на червя, что на опарыша. Я поменяла обратно, все ловится вообще. Что с кормом, что без корма. Просто, понимаете, при таком количестве мелкой рыбы корм до одного места. Это вся рыба,
Она на этот корм подошла, ее там очень много, и она съела буквально этот корм весь там, за 15 минут, там уже ничего нету, поэтому что такое, поймала что-то? Поэтому в данном случае все-таки я считаю, что прикормка была более бесполезна, чем нужна. Вот. Но тем не менее, одну крупную рыбу поклевку получила, даже какой-то доли секунды подержала ее в руке, пока она не обрыла. Ну, я думаю, что была очень большая рыба. Тут есть в этом озере карпы по 10 килограмм, потому что просто 0,24 леска, она, ну, там не было вариантов как-то играть удочкой. Вообще мне не дал такого варианта. Я его только подняла, подсекла, он сразу, и она вот так вот. Все. Слушайте, ребят, тем не менее, день, проведенный на рыбалке, это потрясающе, независимо от результата, хотя тоже половить некрупных даже карпиков прикольно. Я вам желаю также балдеть от этой жизни, как моя собака. У собачки все хорошо, ну и нормальная поза. Ой, нельзя лапки трогать, она не любит, когда ее лапки трогают. Ну, это вам и до скорой встречи на моем канале. Пока-пока.